Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь знаки судьбы? Давайте узнаем подсказки карт и при этом останемся реалистами, поскольку ни прогноз, ни расклад не расскажет о деталях личной истории каждого из вас. Но коль уж мы с вами проживаем в эпоху перемен и с учетом важных планетарных транзитов, которые тоже нас сопровождают, как и где-то период ноября наиболее активный, декабрь, где-то заходом мы на 25-й год, вот предлагаю рассмотреть альтернативные варианты развития событий. И искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И я оставлю ссылки в описании под видео на свой сайт, прочитать как и события до конца года статью, так и именно на ноябрь, с учетом планетарных транзитов. Может быть, какие-то подсказки вы тоже получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и мы часто не знаем, откуда эти подсказки придут. И первую карту, которую мы с вами достанем, вы и ваша история. Это своего рода как сигнификатор будет того, и вы можете определить, насколько это совпадает с вашей историей жизни, но как именно карты видят ваш сегодняшний период, насколько кому-то подходит, кому-то нет. Итак, что вы получите, это как обстоятельства или то, что будет свидетельствовать, если вы будете продолжать в том же самом ключе, то какую историю вы можете получить, как это будет развиваться. Что вы чувствуете или, может быть, как интуитивно вы предполагаете, как раз могут развиваться события, или ваши какие-то ожидания, и что спешит в вашу жизнь, или, может быть, и кто. Вы ждете, может быть, кого-то или чего-то. Что вам нужно знать? И 3 карты мы дополним. Первая – это ваш физический комфорт. Вторая карта будет свидетельствовать о вашей безопасности. И третья – уровень риска. Следующая карта – что спешит в вашу жизнь в виде обстоятельств, мои дорогие? Что спешит в вашу жизнь в виде окружения? И знаки судьбы, каковы они, что это значит или с чем это связано. Итак, кто вы? А новые концепции заработков или вопросы, связанные с детьми. Вот, пожалуй, эти 2 важных направления. Может быть, это новая концепция заработка, когда приходится буквально сесть за парту, ну так условно, что-то изучать. Может быть, это онлайн-курсы, может быть, это ваше новое направление в творчестве или творчество прежнее, а вы какую-то новую концепцию или себя хотите попробовать в новом деле. Вообще, это новое видение жизни. И когда мы готовы учиться, чтобы как раз не было возвращения какой-то старой истории. Здесь вас карта больше молодыми, и неважно какого возраста вы сейчас. Здесь как будто вашу жизнь нужно обновить и рассмотреть, может быть, для себя те моменты, которыми вы всегда мечтали заниматься. Все же папаша монет, он занимается тем, что ему интересно, что он готов изучать длительное время, в чем он хочет, и ему интересно, опять же, совершенствоваться. Тогда он готов пройти какой-то путь. Сама по себе карта, она говорит о том, что что-то не будет происходить очень быстро. И правда, учиться как будто придется. Или, может быть, отстраивать новую концепцию жизни в новых условиях и себя адаптировать к чему-то и организовывать. Но новизна. Если мы говорим, кто вы, вас видят карты достаточно молодыми и способными, ну, вообще преобразования очень серьезные внести в свою жизнь. Значит, есть какой-то интерес. Вот смотрим тогда дальше, если это с вами совпадает. Что вы получите, если вы будете продолжать в том же ключе? Ну, вот дальше и будут какое-то развитие. Может быть, есть какое-то взаимодействие по этой карте с конкретным человеком. А для кого-то из вас вообще 2 пентаклей – это легкость на подъем. Когда к нам приходит какая-то новость, а мы готовы ее попробовать. И мы не устанавливаем для себя рамок, а как раз через опыт какой-то. Пусть этот опыт непродолжительный, но мы себя можем пробовать в одном деле, во втором деле. Мы должны через опыт определиться, что же наше. Может быть, интересов очень много, но пока мы себя именно в плане эксперта в каком-то деле, в какой-то теме не исследуем, мы не можем понять
стоит это продолжать или нет. Вот с учетом первой карты, вот такая какая-то обстановка у вас есть на данный момент. И где-то будет продолжаться с заходом на декабрь, это точно. Может быть, это и по части отношений, но я все же вижу на повестке этого периода больше деньги и стабильность. Что вы чувствуете? Или мы спросили, как вы предполагаете, что может изменить вашу жизнь или что спешит вашу жизнь? Вы знаете, между тем вы можете ничего не предполагать. Как ни странно. Вот смотрите, сигнификация человека, который прошел какую-то историю до конца. И, может быть, было какое-то глухое разочарование. Или, словно для кого-то из вас вопросы по здоровью, когда вы окончательно разуверились, что вы можете поправиться. Хоть я не рассматриваю концепцию здоровья, у меня прописано на канале вопросы здоровья, вероисповедания и политики не рассматриваются. Точка. Но я все же пару слов скажу, потому что по этой карте вы могли думать, что... Или вы наоборот, я все о себе знаю, а потом приходите к выводу, эх, я ничего о себе не знаю. И я как раз по здоровью упустил какое-то время, мне теперь нужно заняться. И тогда какое-то кардинальное будет улучшение. Но вам придется над этим работать. Или это новая концепция заработков, какая-то деятельность ваша. Прежняя уже подошла к концу, потому что вы не видите ни продолжения, ни интереса, а какое-то разочарование очень сильное. И вы тоже будете отстраивать что-то по-новому. И пусть, к примеру, вы не меняете работу. Это те обстоятельства, которые могут происходить внутри вашей работы. К примеру, меняется руководство, какие-то правила, какие-то регулировки меняются, и вас заставляют тоже действовать как-то по-другому или учитывать вот эти перемены и пробовать себя, может быть, в новом деле, или, может быть, на курсы на какие-то пойти. Если это была прежняя история, допустим, связанная с вашим социумом или личная история любви, полное разочарование. Или, может быть, предательство. Словно какое-то было разрушение, когда вы не чувствовали в себе сил и даже не знали направления, как двигаться. Словно вы были настолько обесточены, что, ну, фактически я не вижу, как будто и не имею возможности вообще каким-то образом действовать. И, может быть, я бы и хотел или хотела что-то изменить, но у меня нет сил буквально даже шелохнуться. Вот для чего я это описываю, чтобы вы прочувствовали то, что могло быть прежде, и на данный период времени эти энергии, они еще в вас сохраняются. А нам говорят, что уже эта история закончилась. И в левом верхнем углу у нас светило солнце, как будто солнце освещает ваш путь. И здесь где-то, посмотрите, более позитивные карты. И в верхнем правом углу знак близнецов. Он вот так изображен. А близнецы, как известно, мы быстро адаптируемся или перестраиваемся. И на сегодняшний момент Юпитер в знаке близнецы в первом доме. И очень символично, сообразно всем транзитам. Самое время, мои дорогие, закрыть в прошлое дверь. Все. Точка. Что вы чувствуете? Вы пока не закрыли в прошлое дверь, пока какой-то баланс, как или демаркационную линию, назовите это так, не подвели, вы не можете двигаться дальше. А вот тут наоборот. Может быть, вы уже и где-то подводите одновременно, начиная какие-то, ну, как новое изучение, у кого-то языки, у кого-то новая профессия, новое ремесло, и вы пробуете себя в новом деле. Кто-то из вас меняет социум, а кто-то может переезжать. И вам приходится и жизнь свою отстраивать, и адаптироваться к какому-то обществу новому, с новым менталитетом. И такое я тоже могу допустить. Давайте узнаем, что вам нужно знать. Перезагрузка у вас идет, мои дорогие весы, полностью. И все нужно делать по справедливости. По сути дела, весы. И если мы говорим о знаках зодиака, то в левом верхнем углу мы как раз и видим ваш знак. Букву иврита ламет.
дразнить быка. Ну, вот есть такое. Значит, дразнить быка мы не должны. Или обострять какую-то обстановку. Мы не должны себе навредить, что важно знать. Любое ваше действие, оно должно быть очень просчитано, продумано. Может быть, детализировано. Может быть, есть ли какие-то вопросы, которые связаны буквально с судами у кого-то или с органами юстиции, должны быть согласованы с законом или как-то правильно решены. Может быть, какой-то вопрос, который для вас означал какое-то разрушение, тут тоже нужно завершить. Но и наперед это тоже сохранять как и гармонию в душе, и одновременно увязывать это все составлениями, к примеру, документов. Помните, что вас закон будет беречь, что нужно знать. Поэтому и для вас любая какая-то ваша тактика, она должна сопровождаться либо бумагой, либо оформлением документа, или согласовываться с законом. Не должно быть просчета себе какого-то в минус. Или пусть это касается каких-то других даже вопросов. Пусть это будет касаться даже по здоровью у кого-то. Да знать что-то нужно наверняка. Вот так вот беспристрастно. И может быть эмоции где-то могут вас накрывать. И нет, вот я хочу что-то вот тут свое. А есть какой-то рационализм. Но, кстати, рационализм это тоже по вашей части. Давайте раскроем те карты, которые нам выпали. И первая карта у нас как раз выпадала физическое благополучие ваше, да, или физический комфорт. Как раз дискомфорт вы можете испытывать, вот этот дискомфорт. Пятерка монет – это всегда недостаток. Недостаток денег. И здесь Меркурий в Тельце как будто. Недостаток, может быть, в планах, проектах. Или когда какая-то компоновка не состыковывается и придется переиграть что-то. И второй аспект – это могут быть недопонимания. И вот, опять же, если мы говорим о Меркурии, то вы должны со всеми договориться. Это все то, что где-то идет по аркану справедливости, то, что я сказала. Поэтому уровень вашей физической безопасности и где-то комфорта, он будет зависеть от согласованности некоторых вопросов. И когда буквально финансовые проблемы у вас будут решены. Или больше ясности. Может быть, у кого-то какие-то важные вопросы, которые вы решаете в банках. И тоже не должно быть просчета. Значит, если вы собираетесь, к примеру, взять кредит, значит, вы должны просчитать. Не должно быть какого-то минуса, мои дорогие. Или если вы в прежнее время кому-то очень долго помогали. Здесь вы себя не должны тоже обесточить. Ваше благополучие конкретно где-то будет зависеть от финансов. По крайней мере, финансы дают вам возможность как даже себя попробовать в новом деле или что-то начать изучать. Может быть, заплатить, оплатить какие-то курсы, для кого-то оплатить, может быть, даже как лечение. Значит, о себе подумать в первую очередь карта призывает. И как раз мы говорим безопасность. Королева монет. Ничего не угрожает. Вот правда. Ну, значит, вот эта десятка мечей, закрыть в прошлое дверь, она может на вас влиять или какое-то прошлое, пока вы сами от него не откажетесь. А королева монет, она умеет из любого хаоса отстроить порядок. Вообще, это карта того человека, который обустроить свое может благополучие даже с нуля. Или карта творческого, кстати, мои дорогие, человека, который это где-то, пусть тут нам не показано, я, по крайней мере, не вижу, но ведь всегда не случайно тут пентакль, как ожерелье. И правящая планета по королеве монет, если мы рассматриваем, к примеру, Тельца, который соответствует королеве монет, но одновременно Венера, как и у вас, планета-управитель. Вот вам ваша Венера где-то может помогать, мои дорогие, правда? Но какие-то согласованные действия, они у вас должны быть как и с законом, но и в то же время какой-то ваш проект, знак Стрельца, он должен продвигаться вперед. Переход, по сути дела, между прошлым и будущим. И если мы говорили про Сатурн с вами, да, не должно быть какого-то минуса, для вас это будет иметь значение. Так и по справедливости все должно согласовываться с законом, но отстроить совершенно новую концепцию благополучия, безопасности, новых возможностей, когда не будет вот этого минуса по финансам и когда не будет каких-то разочарований, может быть, разочарований в любви или разочарований по поводу того, что кто-то не одобряет ваш проект. Вы можете сами какое-то свое дело продолжать.
или, может быть, рост вашей популярности пойдет вверх. Но, по крайней мере, если мы спросили про безопасность, она есть, она будет, и это надо все укреплять. Если мы про уровень риска, тогда девятка жезлов как раз нам говорит, должен быть исключен всяческий риск. Поэтому, если по части вашей помощи нам говорят весы, вы сделали все, что могли, баста, хватит. Дальше идет ваша концепция жизни и ваш путь наверх. И поэтому вы не можете дальше собой рисковать. Или какая-то история у вас не может быть дальше продолжена, потому что она будет на грани риска. Или вы получите совершенно отрицательный какой-то результат. И поэтому будьте справедливы сами с собой. Или какую-то ситуацию вам нужно увидеть отстраненно, холодно и навести в ней баланс. Порядок, по сути дела. Построить вот это благополучие, как по королеве Пентаклей. Итак, что спешит вашу жизнь, мои дорогие, что спешит по части обстоятельств вашей жизни? Да, обстоятельства – это переезды, это поездки, это может быть у кого-то работа, связанная с командировками, это возможность работать у кого-то из вас, желание, как работать из любой точки мира, попробовать себя в новом деле, своего рода какой-то квантовый, может быть, прыжок, который вам придется осуществить, ведь это карта движения. Чего-то вы не можете отложить на потом, что спешит вашу жизнь. Это могут приходить как и какие-то новости или какая-то информация, которая вас побуждает именно действовать. Вы не сможете отложить это на потом, иначе упустите эту самую возможность. Вам могут и предложить что-то, то из разряда того, к чему вы, мои дорогие, совершенно не готовы. И у нас буква иверита «хэт», она обозначает стена или имеется в виду какая-то преграда. Вот вы на этой колеснице словно перемахнуть должны какую-то преграду. Почему я говорю квантовый скачок? Тут новое качество жизни буквально спешит в вашу жизнь. Сами обстоятельства, ну, может быть, считаете, дают вам некоторого волшебного пенделя. Я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Для того, что невозможно, оставаясь в какой-то прежней разрушительной ситуации, быть счастливым. Вот нам об этом говорят карты. Новизна какая-то или изучение совершенно необходимо. Или перестройка себя в каком-то совершенно новом русле тоже необходимо. Прыжок вот этот в будущее именно и нужен для того, или оставить нужно вот это место вашего комфорта, чтобы жизнь ваша не походила где-то, ну, может быть, на какую-то надоевшую весьма историю, когда пейзаж не меняется, или на какую-то разочаровывающую историю, когда нет сил буквально шелохнуться. Давайте мы узнаем, что спешит вашу жизнь по части вашего окружения. По Луне будут еще тысячи неопределенностей. И если по колеснице вам придется действовать, тогда будьте готовы, что вы можете оказаться в новом социуме, в новом окружении. Может быть, и люди будут говорить на разных языках. Для кого-то из вас вам придется действительно отправиться в путешествие и там, может быть, в новой местности, искать место, где вы будете пребывать, где вы будете проживать. Это как место, ваша цитадель, где вы будете чувствовать себя наиболее комфортно и защищенными, что немаловажно. Вам нужно, словно тылы какие-то свои, через правильное взаимодействие с окружающими отстроить вот за этот период ноябрь-декабрь. Поэтому, конечно, нет места, с одной стороны, конфронтации, наоборот, какое-то согласие, может быть, взаимодействие все-таки есть и отношения, к примеру, которые следует продолжать, или, может быть, ваш какой-то опыт, который тоже следует продолжать. Но вот генеральная какая-то концепция, она должна быть изменена. Давайте мы достанем дополнительные карты, о чем нам хочет сказать карта Луна. У вас два старших аркана, что спешит в вашу жизнь. Вы можете, кстати, по аркану Луна столкнуться с обстоятельствами, когда, я должна это сказать, по аркану Луна иногда проигрывается такое значение, как «меня несет толпа». Вы можете оказаться в ситуации, когда много людей вокруг вас. Тогда помните, если вас кто-то как будто призывает именно в толпу, то вам нужно в другую сторону. Как будто там место будет опасности, между прочим. Итак, пусть нам карта раскроет. Что же спешит вашу жизнь? Деньги.
решение как раз финансовых вопросов, решение вопросов вашей личной жизни или вопросы, которые связаны, откуда к вам приходят деньги, или именно ваше жилье. У кого-то будет проигрываться как продажа и купля жилья. Вы хотите это осуществить. Или приобретение жилья. Ну, условия могут быть разные, не обязательно купля и продажа. Может быть, как-то через работу или еще какими-то вариантами. И у нас Меркурий в Деве. И Меркурий управитель дела. И поэтому Меркурий, если мы вообще о нем говорим, это быстро перестраиваемость какая-то, приспособляемость, адаптация, пересмотр быстрый тех возможностей и наших желаний в одну какую-то правильную, гладкую, более понятную стезю. Но в Деве это более где-то педантично, когда без какого-то риска. Вот об этом нам говорит карта. Есть возможность заработать деньги, есть возможность построить карьеру. И, в принципе, для вас и переехать или приобрести какое-то жилье. Но я, наверное, больше не создаю и не достаю каких-то вопросов, потому что карты нам уже ответили. Посмотрите. Если по колеснице, квантовый скачок, когда вы более уверены именно через финансы. У кого-то это будет финансы, покупка жилья или место пребывания. А через Луну, мои дорогие девочки, для кого-то из вас может проиграться беременность. Перекладывайте на себя вот именно эти две карты, сообразно вашему возрасту, желаниям и какие-то важные вопросы, которые вы будете решать с семьей. Конечно, здесь может пройти как творчество, мои дорогие, и может быть не случайно знак Венеры. И для вас совершенно необходимо словно открыть какую-то дверь, далет, дверь на иврите. Новую дверь в будущее. Мы об этом говорили весь наш расклад. Изменить ваш статус вы можете. Давайте мы посмотрим знаки судьбы. Можете изменить статус. Десятка монет, десятка кубков. Кто-то изменит статус через деньги, через ваше творчество, через ваш труд, через построение карьеры. А кто-то может изменить ваш статус через личную жизнь. Может быть, поэтому нам говорят какие-то не просто, значит, история, когда отношения ради отношений, а у вас должно быть что-то узаконено. И если мы про финансы или про дом, жилье, тоже как будто по договору все прописано, составлено. Императрица собой не рискует, но умеет со всеми договориться. Для нее нет закрытых дверей, и поэтому, по сути дела, это карта счастья, знаки судьбы. Вот если десятка была вот такая, а вы уходите к десятке монет, к новым возможностям. Или это совершенно другая какая-то концепция счастья. Итак, давайте мы узнаем знаки судьбы, каковы они. По пятерке жезлов с вами могут спорить. Или вы будете в таком социуме, правда, по аркану Луна, мы можем сталкиваться с людьми, как окружение, которые не в наших энергиях и где-то, которые нам непонятны. Для вас будет важно не довериться кому-то, потому что кормить обещаниями будут. И это для вас как знаки судьбы. Будь внимателен, перепроверяй какую-то информацию, не верь пустым обещаниям, узнай что-то более конкретно. Стоит этому доверять или нет, стоит на что-то соглашаться или нет. Когда может приходить саморазрозненная информация, а с нею и фейки. Поэтому не доверяйтесь, где-то будьте недоверчивым по части именно каких-то новостей. А вот, видимо, из 5 жезлов нужно что-то одно. Но, тем не менее, правильная работа с информацией. Я называю пятерку жезлов информационный хаос. Значит, через информацию, через какие-то события, которые через новости к вам приходят. Или как случайно услышанная какая-то весть, а вам ее следует додумать и переложить на свою жизнь, каким-то образом вам тоже может быть полезно. Может быть, она как раз и послужит какому-то инсайту, а следом за инсайтом будет однозначное решение. И в этой колоде карт как будто нам туз жезлов, вот этот жезл делит вашу жизнь на до и после. Да, энергия такая огненная, яркая, как вулкан. Здесь может быть сродни вот такой вспышке энергия, когда как эврика для вас это будет означать или выход из какой-то создавшейся ситуации. Но вот такой информации может быть много, а ценная будет только одна. Знаки судьбы.
когда, возможно, нужно забрать свое и не совершить какой-то ляпсус. У вас аркан справедливость. И именно здесь нам показан человек, который забирает. Вот именно забрать свое. Обратите внимание, 5 только мечей берет, 2 оставляет, словно не мое, мне не нужно, но и своего не отдам. Может быть, это касается и ваших планов, мои дорогие, или вы люди творческие какого-то вашего проекта, поэтому не торопитесь обнародовать, он вам самим пригодится. И пусть ваш какой-то проект кто-то не одобрил, а вы его сможете осуществить, найдете способы осуществить, может быть, даже в одиночку. Карта императрица, все же она очень плодовита. Плодовита не только буквально, но и на то, что она в реальной жизни может как раз воплотить свою мечту. И более того, где-то королева Пентаклей, это тоже об этом. У вас дважды сильная позиция. Но и себе навредить вы тоже не можете. По части где-то информации в том числе. Будьте аккуратны, будьте внимательны, будьте аккуратны, внимательны, подписывая документы какие-то. Или когда вы берете на кого-то обязательства, чтобы за кого-то точнее, чтобы не получить опять какое-то глухое разочарование. Может быть, по этой карте буквально себя обезопасить по части быть внимательным к вашим кошелькам, к сумочкам, паролям аккаунтов, как безопасность в интернете. Вы ведь можете и столкнуться с такими людьми. Поэтому где-то, возвращаясь опять к 5 жезлов, не все то, что вы слышите, будет полезно. И не все то, что придет на ваш порог, будет правдой. Будет что-то одно. Вы упустить это не можете, но вам придется много анализировать. Знаки судьбы. Давайте еще один. Но какая-то грустная история определенно должна закончиться. Может быть, мы можем всплакнуть, потому что мы понимаем, да, с одной стороны, это карта прощания, и в верхнем углу ваш знак как раз изображен, но прощание именно потому, что не может никаким образом быть продолжено. Мы можем где-то понимать, что по закону, опять же, знак Сатурна, мы не можем оформить какой-то договор или какая-то другая совершенно реальность, поэтому будьте реалистами. По этой карте нет уже разочарований. И если даже если мы говорили, можем сплакнуть, но это уже не вызывает каких-то жестких эмоций, или вот когда это было как сгусток боли. Здесь какая-то боль переходит в здоровое равнодушие и остается как опыт, чтобы не найти какие-то грабли. Значит, какие-то контакты, может быть, у вас должны быть продолжены, может быть, короткий период времени, именно для того, чтобы что-то завершить по закону. И это тогда вы тоже не можете оставить без внимания. Завершать и прощаться, вот где-то есть такой момент. Дворец жезлов. Посмотрите, как красиво. Это место нашего пребывания. Карта нам говорит, видимо, ваше место пребывания будет больше работа, труд, заработки. Хотя нам и сказали, что есть и любимые люди, или любящие вас, или какая-то новая концепция счастья. Но, может быть, для этого счастья нужно решить вопросы по деньгам или по месту конкретно, да, где мы будем с семьей пребывать, проживать. Для кого-то из вас совпадет, вы будете работать на дому, вполне вероятно. Или, я говорила, работать из любой точки мира, и тогда у вас получится это тоже осуществить. Какую-то новую совершенно стратегию и тактику по части заработков, откуда к вам приходят деньги, и вашей какой-то трудовой деятельности вы можете отстроить. И, безусловно, для кого-то из вас это будет получение новой должности, а кто-то из вас, вы как творческий человек, это ваша популярность, мои дорогие весы. И вы не можете этому не уделять внимания. Может быть, вам и придется где-то, с учетом вот всех карт, кто-то вам будет что-то обещать. Тогда будьте прозорливы. Наобещают 100 бочек арестантов, а может быть, сделают что-то одно. А вам, чтобы забрать свое, именно это одно придется использовать. Где-то самому быть гибче, где-то лавировать. Но фундаментально что-то заключить на бумаге. Помните, что для вас это как помощь. Это то, что вам нужно знать. Это ваша как подушка безопасности. Любая бумага, которая составлена правильно. Ну и неправильно, это тогда куча проблем. Поэтому вы не можете расслабиться, нет. Потому что само по себе благополучие, деньги, финансы, счастье, может быть, счастье ваших близких на кону. Ноябрь, декабрь. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.